Всем салют, друзья! Сегодня мы поговорим про самый масштабный и проработанный мод «Пираты Uber Alles». Это не просто модификация, это фактически новая игра с расширенной картой, сотнями мелких и крупных изменений и атмосферой 18 века, доведенной до максимума. В этом видео я расскажу, почему именно этот мод считается одним из лучших для Empire, а для меня вообще лучший, а также я помогу вам разобраться в лаунчере и в его настройках, потому что у многих возникает эта проблема, и чтобы вы могли настроить компанию под себя и играть комфортно, в этом я, конечно же, вам сегодня помогу. Почему именно пираты? Масштаб карты и количество фракций. Ванильная имперка впечатляет своей картой, но в пиратах масштабы стали еще больше. Новые регионы, новые колонии, больше стратегических точек, появляется гораздо больше возможностей для дипломатии, войны и торговли. Теперь даже малые государства могут играть ключевую роль. Кто-то за счет флота, кто-то благодаря торговым путям, а кто-то через умелую дипломатию. Мод добавляет множество уникальных юнитов, отражающих специфику каждой нации. Русская армия, прусская дисциплина, английский флот или восточные державы, каждая страна теперь чувствуется по-своему. Также переработана экономика, дипломатия, технологии. Кампания больше похожа на реальное погружение в политику 18 века. События и историчность. Здесь вступает в связку ВДМ с пиратами. Это глобально скриптовый мод, который добавляет исторические события, эпидемии, династические кризисы, восстания, случайные катастрофы. Все это делает кампанию непредсказуемой. Теперь у вас не получится просто прокатиться катком, как это любят многие. Даже за сильные державы придется учитывать политические и социальные факторы. Есть и другие хорошие моды. Dark Mode, например, Empire Destroyer или Empire 2. И не будем сегодня говорить о них. Конечно, они каждый по-своему прекрасны, каждый по-своему у них есть минусы, но, как мне кажется, пираты объединяют в себе и масштаб, и атмосферу, и гибкость. Это как универсальный вариант для тех, кто хочет и историчность, и разнообразие. Давайте мы перейдем к настройкам данного лаунчера. У меня есть файлик, вот я вам могу его скинуть, почитайте здесь все подробно, но если не хотите, я вам сейчас просто раскидаю дефолт, чтобы вы примерно понимали, чтобы не читали, не вникали сильно в это во все. Сразу рекомендую сначала поиграть в модификацию по дефолту, которая стоит, после этого, когда поймете, где вам что-то не нравится, вы можете это себе подкрутить. Итак, тактика. Здесь выбираем сначала вот это. Затем вот это, трассеры, улучшаем кровь побольше, чтобы было. Здесь на любителя можете сделать спид пехоты, чтобы она быстрее шла, чтобы не так как медленно перлась, как она это обычно делает. Ночные сражения на любителя, хорошая погода всегда. Вот это. И вот это для фортификации, как бы она убирает колья, которые может пехота некоторая выставлять против кавалерии. Это не рекомендую трогать, здесь уже на любителя почитаете, разберетесь подробно в тактике. Если вы играете в связке с ВДМ, а я рекомендую с ним играть, потому что он добавляет очень много историчности, и помимо этого, также, как я уже сказал выше, он эпидемии, дипломатия, все по-другому, поэтому здесь можно это все не трогать. Это колонии плюс-минус, которые дают буст, допустим, в игре за колониальные державы, там какая-нибудь Англия, например, которая получает колонии по скрипту, они в связке с ВДМ не работают, поэтому здесь тоже смотрите на свой страх и риск. Вот это ускоряет изучение технологий постройку, ломает немного баланс, поэтому, ребят, здесь тоже будьте осторожны. Если хотите быстренько сыграть, то нажимайте, если хотите в долгую, то не активируйте. Это плюс-минус то же самое, что и вот это с колониями. Это тоже скрипт, лучше его не трогать, если вы играете в связке с ВДМ. Далее, здесь звуки. Я выбираю обычно вот это по дефолту, чтобы было поинтереснее. Также есть описание, что это очень прикольные звуки подобраны у ребят, так что берите, не пожалеете. Этот пункт мы касаемся укреплений. То есть, например, если вы хотите, чтобы все было так, как было в ванилке, можно вот оставить вот здесь. Здесь остальное мы смотрим, чтобы штурм, например, крепостей был в полях и так далее. Тоже почитайте, посмотрите, кому интересно. Формации. Я предлагаю брать вот это. Потому что здесь комп не бежит, сломя голову в атаку. Он играет от обороны, что мешает играть от обороны игроку. Остальные моменты здесь тоже можете почитать, рассмотреть. Смог. Это у нас
дым и его количество от мушкетов, от пушек, я беру обычно Smok Hard Rock. Ну и, конечно же, сама компания. Это все облегченные варианты. Самая такая нафаршированная — это BIM, LE BIM. Мы ее возьмем, потому что в связке с VDM дает просто нереальное количество контента. Его можно почитать, нажав на VDM Read. И здесь большая информация и про колонии, и про дипломатию, и вот видите, все, грипп, болезни, все в процентном соотношении. Очень много информации, почитайте обязательно ее, когда будете играть с данным модом. Почему здесь есть варианты с Россией, за наследие, шведы и так далее? Это усложняет старт и саму игру именно за данную фракцию. Итак, друзья, мы закончили настройку, теперь можно начинать. Я хочу вам сразу сказать, что следующие видео, которые я буду записывать, зависит от вас, поэтому напишите в комментариях, за кого бы вы хотели увидеть прохождение с данными модами. Канал абсолютно новый, это мой первый ролик, следующие мы будем записывать на тему также Total War, но хотелось бы сказать, что не просто это будет геймплей, не просто это как у всех. Я хочу сделать с уклоном на историчность, рассказывать про исторические личности, про тот период и эпоху, в которой мы играем, чтобы это было интересно, познавательно, не скучно. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, это обязательно, потому что YouTube, его алгоритмы любят, когда люди активно проявляют себя при просмотре данного видео и не только. Поэтому, ребят, всем спасибо большое за просмотр. Пишите в комментариях, за кого бы вы хотели увидеть прохождение. И всем пока-пока.